Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 4 марта, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Израильские власти рассчитывают возобновить боевые действия в секторе Газа примерно через 10 дней, если не будет достигнуто соглашение с Хамас. По сообщениям израильских СМИ, такой срок связан как вступлением в должность нового начальника Генштаба армии обороны Израиля Эяля Замира в ближайшие дни, так и с ожиданием на следующей неделе визита спецпредставителя США Стива Виткофа. Напомню, что Израиль хочет продлить первую фазу соглашения с Хамас, в то время как Хамас требует второй фазы, в рамках которой Израиль должен вывести войска из сектора Газа, и только тогда заложники будут освобождены. В это же время министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Хамас, что если группировка в ближайшее время не освободит израильских заложников, цитирую, «откроются врата ада». Кац говорит, что несмотря на повторяющиеся нарушения Хамас и отказ от рамок соглашения, предложенных специальным посланником президента Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткофом, цитирую, «мы ответили на просьбу посредника разрешить еще несколько дней переговоров. Пока же мы прекратили только гуманитарную помощь в сектор Газа», говорит Кац. Хамас не должен заблуждаться. Это только начало. Если Хамас не освободит заложников в ближайшее время, ворота Газа будут заперты и откроются врата ада. Мы вернемся к борьбе, и Хамас будет противостоять Цалю силой и методами, которых он не знал, пока Хамас не будет полностью побежден. Мы не позволим Хамасу править в секторе Газа, добавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Несколько политиков и общественных деятелей друзов утверждают, что вчерашнее происшествие в Хайфе, которое мы называем именно так по причине политики платформы YouTube, не было связано с какими-либо группировками, ссылаясь на психологическое заболевание нападавшего. Напомню, что в результате вчерашнего инцидента в Хайфе был лишен жизни 70-летний мужчина, еще 4 попали в больницу. Отец нападавшего говорит, цитирую, «Мы прожили в Германии более 20 лет. Я воспитал своих детей в духе терпимости и любви к другим. Никто из нас никогда не думал причинять вред другим, независимо от того, кто они. Я уверен, что полиция откажется от своей позиции, что инцидент имел националистические мотивы». Конец цитаты. В это же время заместитель мэра Шфарама также отрицает, что нападение имело какие-либо националистические мотивы. Молодой человек ранее находился в психиатрических учреждениях и получал помощь от городского бюро социального обеспечения. Напомню, что нападавший имел немецкое и израильское гражданство. Все подробности по этому инциденту опубликованы в нашем телеграм-канале. Там также есть и видео с камер наблюдения. Подпишитесь уже сейчас на наш телеграм-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Мария. Если вы слушаете нас по радио, сейчас можно посмотреть и прямой видеоэфир. Во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в Кнессете родственники похищенных пытались прорваться в гостевую галерею над залом, но их не хотели пускать. Нетаньягу во время выступления прерывали криками, но некоторых депутатов от оппозиции охрана выпроводила из зала. В своей речи премьер-министр заявил, что Израиль готовится к следующим этапам войны, которая ведется на 7 фронтах, цитирую, «Мы не остановимся, пока не достигнем всех целей войны. Возвращение заложников, уничтожение военной и гражданской власти Хамаса, а также устранение угрозы, исходящей из сектора Газа», говорит Нетаньягу. Премьер-министр обвинил оппозицию в использовании горя семей, чьи родные были похищены Хамасом в политических целях. Что вы думаете, чувствуют семьи похищенных, когда слышат вашу ложь? Заявил Нетаньягу, говоря о ложных брифингах от имени переговорной группы.
Нетаньягу обвинил оппозицию в разжигании ненависти против лично себя и против правительства. Также Нетаньягу прокомментировал проект соглашения с Хамасом, предложенный спецпосланником Трампа Стивом Виткофом, цитирую: «Мы не нарушаем соглашение, мы не вернулись немедленно к боевым действиям, но кто знает, возможно, мы будем вынуждены это сделать». Премьер-министр Израиля также обратился к Хамасу. «Я говорю Хамасу, если вы не вернете наших заложников, будут последствия, которые вы даже не можете представить», сказал Нетаньягу, добавив: «Теперь при поддержке президента Трампа и его администрации мы готовимся к следующим этапам кампании», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Пока Нетаньягу выступал в Кнессете, мы обнаружили бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта в Нью-Йорке. Бывший министр обороны провел в Нью-Йорке встречу, где аудитории заявил, что Израилю необходимо отдать приоритет освобождению заложников в Газе, а не возобновлению боевых действий с Хамас, и что стране необходимо создать комиссию по расследованию вторжения 7 октября 2023 года. Галлант сказал, что провел много часов с бывшими заложниками Хамас, которые сказали ему, что самое главное для них – это вернуть своих друзей, которые все еще находятся в плену. При этом Галлант не упоминает, что каждое освобождение наших граждан – это тысячи выпущенных террористов из израильских тюрем. Возобновление войны с Хамас до освобождения оставшихся заложников будет означать, что у вас, цитирую, «не останется заложников, которых нужно будет спасать». Об этом сказал Галлант на встрече в Нью-Йорке. В это же время лидер партии Оцма Иудит и бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир на заседании фракции своей партии сказал: «Правительство сделало первый правильный шаг с момента утверждения этой позорной сделки. Прекратило поставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Я говорил об этом с первого дня войны. Лучше поздно, чем никогда. Но сейчас этого уже недостаточно. Когда в Газе собрано так много продовольствия, так много запасов, что есть только один путь. Необходимо бомбить склады с запасом продовольствия в секторе Газа. Это необходимо делать параллельно с возобновлением военных действий», заявил Итамар Бен-Гвир. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич на заседании фракции своей партии сказал: «Мы приняли решение остановить перевод гуманитарной помощи сектору Газа. До тех пор, пока заложники не будут освобождены, пока Хамас не сложит оружие и не покинет сектор Газа, поставки в Газу не будут возобновлены». Но это только первый шаг, говорит Смотрич. Военные действия возобновятся, они будут мощными и не будут прекращены до победы. Также Смотрич упомянул о том, что сказал накануне Яир Лапид об Орет Струк, коллеге Смотрича. Напомню, что Лапид сказал, цитирую: «Я должен получить повышение зарплаты только за то, что смотрю на нее». Смотрич комментирует: «Орет Струк – одна из умнейших, серьезнейших и успешных министров в израильской политике. Я говорю о Орет Струк, не принимая близко к сердцу, он того не стоит». Конец цитаты. Тем временем уходящий в отставку начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Алеви заявил, что он много лет назад знал, что база Нахаль-Оз, расположенная в проблемном районе на юге, но ее перенос от границы с Газой не состоялся по бюджетным причинам. «Я знал о проблеме много лет. Я думал, что это нехорошо. На решение проблемы нужно было 200 миллионов шекелей», говорит Алеви, согласно сообщению 12-го телеканала израильского телевидения. Напомню, что ранее армия обороны Израиля опубликовала результаты своего расследования нападения на базу Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. Расследование показало, что база не функционировала должным образом как пограничный пост, и поэтому была быстро захвачена Хамас. Кошмар в эфире 12-го телеканала израильского телевидения. Неизвестные ворвались в студию 12-го телеканала прошлым вечером во время трансляции главного выпуска новостей.
Телеграм-каналы сообщают, что неизвестные обманом проникли в студийный павильон и попытались попасть в прямой эфир. Что хотели эти люди, до сих пор неизвестно. В СМИ Израиля пишут, что протестующих были фаеры, но эта информация на момент выхода наших новостей в эфир еще не подтверждена. Основная часть инцидента произошла во время трансляции материала журналиста и не помешала прямому эфиру, хотя инцидент можно увидеть на заднем плане студии, по-видимому, уже во время эвакуации неизвестных. Позже 12-й телеканал израильского телевидения сообщил, что проникло в студию 3 протестующих. Трансляция основного выпуска новостей продолжалась без каких-либо перерывов. В настоящее время, цитируем, мы изучаем и расследуем обстоятельства этого инцидента, комментирует 12-й телеканал. Журналисты в студии были напуганы и боялись, что личности, проникшие в студию, могут лишить жизни ведущих в прямом эфире. Государственная прокуратура Израиля подала в окружной суд Нацарета обвинительное заключение против Натанеля Фурмана, задержанного по подозрению в лишении жизни его матери Светланы Фурман. Согласно обвинительному заключению, рано утром 31 января 2025 года Натанель Фурман взял острый предмет на кухне, вошел в спальню родителей и лишил жизни свою мать Светлану. Светлану доставили в больницу в Нацарете, но шансов на спасение не было. Тем временем полиция завершила расследование в отношении 70-летнего врача-невролога из Иерусалима, который подозревается в совершении преступлений в отношении пациенток на протяжении многих лет. Врач приставал к пациенткам. Ожидается, что вскоре по этому делу будет подано обвинительное заключение. По версии следствия, в результате его действий пострадали десятки женщин. Врача зовут Адель Мусак, ему около 70 лет. Его данные публиковались до предъявления обвинений, чтобы проверить, не было ли других пострадавших. Посмотрите на фото на своих экранах видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Если вы пострадали от этого человека, позвоните в полицию Израиля по номеру 100. И, как стало известно, песня, которая будет представлена Израилем на конкурсе песни Евровидения в этом году, в переводе с английского будет называться «Наступит новый день». Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11, которая и отвечает за участие нашей страны в ежегодном конкурсе. Песню, которую Юваль Рафаэль исполнит на конкурсе в Швейцарии в мае, Кан планирует представить уже 9 марта. Напомню, что участница Евровидения Юваль Рафаэль – одна из выживших после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Девушка отдыхала на музыкальном фестивале у границы с Газой. Внимание наших слушателей! Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал каждый день распространяет ложь, всех хоронит, вводит войска в разные страны и устраивает покушения. Фейковый YouTube-канал использует обложки видео, которые похожи на обложки нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном YouTube-канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Не смотрите фейки и ложь. Еще раз напомню, что важно подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Также важно подписаться на наш YouTube-канал, который вы сейчас смотрите. Нажмите на кнопку «Подписаться». После того, как вы нажали кнопку «Подписаться», поставьте палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Или нажмите на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в среду, 5 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.